мы приехали к платформе Первомайская, чтобы на местном автовокзале поймать автобус Mercedes-Benz O305. Это старинный немецкий клевый автобус, которые раньше встречались довольно много где, например, в Подмосковье. А сейчас я даже не знаю, где еще, кроме Екатеринбурга, можно встретить этих старичков. Но сначала рубрика «Режим Варламова». И это остановка Восточная улица, где ходит довольно много трамвайных маршрутов, но по какой-то причине из трамвая на улицу можно попасть только по подземному пешеходному переходу. Интересно, а что мешает нарисовать зебру через вот эти две полосы, чтобы маломобильным людям, всяким старушкам, дедушкам, мамам с колясками не нужно было спускаться под землю, чтобы пройти на ту сторону улицы? Ну и, конечно, здесь не обошлось без этого непонятного забора. Можно подумать, что кого-то он спасет от ДТП, если сюда полетит неуправляемая фура. Ну и заодно можно обратить внимание на вон тот небоскреб, который торчит здесь словно кол, уродуя архитектурный облик города. Режим Ильи Варламова. В любом городе можно сделать такие видео. За моей спиной сразу два интересных автобуса. Тот, который слева, квадратно-желтый, это Mercedes 405. Он встречается довольно много где, например, в Саратове. Можете посмотреть ролик по ссылочке в описании. А тот, который справа, это Mercedes O305. Редкий старый немецкий крутой автобус. Но подробнее об этом автобусе вам расскажет автобусный эксперт. Давненько его не было в моих видео. С вами Автобус-мастер. И как вы можете наблюдать за нами, автобус Mercedes-Benz O305. Классический немецкий высокопольный автобус с классической заднемоторной компоновкой. Такие автобусы строились в Германии с 1967 по 1987 год. В свою очередь они сменили 317-ю серию. На смену пришел Mercedes-Benz O405, который также можно увидеть за моей спиной. Невероятно, но в России почти не осталось действующих автобусов Mercedes-Benz O305. Всего порядка штук 20, да и большинство из них служебные, в разных регионах, раскиданы по штучке по две. А здесь, в Екатеринбурге, целых 5, и они линейные и возят пассажиров. Вот это действительно редкость. Меньше 20 машин. Это вам не какой-нибудь там ЛиАЗ-677, который в каждом городе есть по несколько штук в частных руках. Это Mercedes-Benz O305. Автобусы Mercedes O305 поступали в Россию из Германии в 90-е и 2000-е годы, когда наша промышленность была не способна выпускать нужное количество автобусов для обеспечения всех перевозок. Всем привет! Мы в Екатеринбурге. Опять Екатеринбург? Явились, не запылились. Не прошло и 3 лет с прошлого видео. Сейчас еще раз. Опять Екатеринбург? Да не должно быть опять, должен сказать, не прошло и 3 лет. Явились, не запылились. Ну да, опять Екатеринбург. За это время здесь многое изменилось. Исчезли все икарусы. Открылась новая трамвайная линия и запустили очень интересный туристический поезд. Но обо всем по порядку. Это канал Блог ЖД-фотографа. Канал, где рассказывают про поезда и городской транспорт с юмором и простым языком. Я Игорь Абросимов, а это Автобус-мастер. Мы начинаем. Только что мы сфотографировали главную часть нашей программы – туристический поезд «Уральский экспресс». Он был запущен в декабре 2022 года и курсирует из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, в музей Уральской горно-металлургической компании. Поезд курсирует по выходным дням, а водит этот поезд электровоз ЧС-2-216, наш новый Лок-Баян с Урала. Лок-Баян, это Лок-Баян. Наш герой построен в 1963 году на заводе «Шкода» в Чехословакии. Примерно в 2012 году электровоз отставили от работы, и он стоял на базе запаса, а в 2019 отправлен на реставрацию, в ходе которой восстановлен до ходового состояния и получил, естественно, конечно, историческую зеленую окраску, которая так нравится нам, фанатам красивых поездов.
Ну и, конечно же, такой красивый электровоз не мог не привлечь внимание железнодорожного сообщества, и все кинулись его фотографировать. Просто посмотрите, сколько потрясающе крутых фотографий на Rail Gallery загрузили талантливейшие авторы. Вот и мы с автобус-мастером приехали, правда, сделали весьма рядовую фотографию, но довольно крутую. А рядом с местом съемки, где мы фотографировали туристический поезд, есть небольшой музей локомотивов, который, видимо, относится к депо Свердловск-сортировочный. Здесь есть такие крутые локомотивы, как ПБ-21 1934 года, ВЛ-19 1935 года, СКМ 1935 года, ССМ 1938 года, ВЛ-22М 1941 года, тепловоз ДВТ-116 из 80-х, хотя нет, это не часть экспозиции, Т-3 1964 года и паровоз Л 1953 года. Также здесь есть паровоз ФД без опознавательных знаков и экспозиция старинных довоенных вагонов. Вот так выглядит внутри тепловоз Т-3. К сожалению, в нем нет ни полов, ни кабины, поэтому я даже не стану рисковать сюда заходить. Как вы можете видеть, локомотивы находятся в заколоченном состоянии, но хорошо, что хотя бы в таком виде они сохранены. Кто знает, возможно, когда-нибудь их тоже восстановят до ходового состояния, как тот ЧС-2, и они будут радовать нас, например, в Щербинке на парадах исторической техники. Ах, как было бы круто! Моя оценка мини-музею — 10 паровозов ОВ из 10. Учитывая, что, по всей вероятности, это не официальная экспозиция, выглядит она довольно неплохо. Рекомендую к посещению. А мы сейчас идем через Екатеринбургские дворы к автомобилю каршеринга. Полюбуйтесь на эти милые советские панельные дома и на довоенное здание, изуродованное вывеской магазина «Пятерочка». Режим Ильи Варламова. Прогуливаясь с детской коляской по Екатеринбургу, что выберете вы? Страшную лестницу или скользкую наклонную поверхность? Ответ напишите в комментариях. А если вдруг вы хотите тоже воспользоваться каршерингом Делимобиль, то подключайтесь туда с использованием вот этого промокода. И мы приехали в ужасный двор забрать нашего коллегу Ивана Ревенкова. Посмотри, какое тут все страшное, просто жесть. Как после бомбежки. Грязный лед вместо асфальта. Все в каких-то объявлениях, какие-то покрышки валяются, какие-то машины грязные, какие-то просто сугробы, просто мега всратово какой-то ужас, какой просто кошмар. Минуточка политики. Когда вам говорят о загнивающем и замерзающем Западе, просто вспомните, что в России до сих пор существуют дворы, в которых вместо асфальта грязный лед, валяются покрышки и неубранные сугробы, а на подъездах куча объявлений, которые не затираются оттуда годами. Минутка политики на канале Блог ЖД Фотографа. Уж извините, такой канал. Сразу 2 305-х Мерседеса и какое-то количество еще есть на маршруте. Но где еще, кроме Екатеринбурга, вы увидите такую картину?
А это был автобус Mercedes О305, транспортная достопримечательность Екатеринбурга. Здесь осталось целых 5 таких автобусов, и я считаю, что когда они выработают свой ресурс, их необходимо будет сохранить. Точно так же, как екатеринбуржцы сохранили Икарусы-гармошки. Чтобы в дальнейшем они смогли радовать нас и наших детей на ретро-покатушках. А сейчас мы прокатимся в троллейбусе ЗИУ-682В 1987 года выпуска. Конечно, в любом городе должны быть не эти старые кастрюли, а современные троллейбусы с низким полом, USB-зарядками и все такое прочее. И скоро в Екатеринбурге они появятся. Поэтому относитесь к этому старичку как к живому памятнику, который все еще может прокатить вас в режиме обычного пассажира. Отличительной особенностью этого троллейбуса являются двухместные диваны по левому борту. Осторожно, дверь закрывается. Остановка, улица Менделеева. Остановка, улица Менделеева. Он не дребезжит, не разваливается на ходу, из него не сыпятся болты, в отличие от рязанских троллейбусов, которые я показывал вам в одном из прошлых видео. Очередная омерзительнейшая локация ради красивых фотографий. Сверху кольцевая дорога Екатеринбурга с грязными фурами и противными автомобилями. А снизу тишь да гладь, молодецельный перегон Шувакиш-Электролитная, где поезд Уральский экспресс сейчас проедет с паровозом. Давай, как тебе? Как тебе запах? Вот это запах, кайф, настоящий железнодорожный запах. Запах, который должен любить каждый и ценить каждый любитель железной дороги. Супер. Наш следующий лок-баян – это паровоз серии L номер 5110, построенный в 1955 году на Луганском паровозостроительном заводе, который позже стал уже тепловозостроительным заводом. Паровозы серии L получили свое обозначение в честь главного конструктора – Лебедянского и строились с 1945 по 1955 год. Было построено больше 4000 паровозов, в связи с чем многие из них дожили до наших дней, и часть из них даже находится в ходовом состоянии, радуя нас своим потрясающим паром, потрясающим дымом и потрясающими гудками. Как тебе фотка паровоза? Делись впечатлениями. Нормально. Я бы сказал даже хорошечно. Но в первую очередь хорошечно даже не то, что сам паровоз, а тот аромат, тот запах. А вы знали, что в России трамвайные системы не только закрываются и сдаются в металлолом, но еще и открываются? И ярким примером такой системы является ветка Екатеринбург-Верхняя Пышма. Новая трамвайная линия, открытая в августе 2022 года, которая еще является междугородней. Она соединяет Екатеринбург с Верхней Пышмой. Какая неожиданность. Ее протяженность составляет 8,6 километра. На линии есть 2 конечных станции, 12 промежуточных остановок, и практически вся она проходит на обособленном полотне, то есть отдельно от проезжей части автомобилей. Таким образом, трамваи здесь никогда не стоят в пробках и ездят не так быстро, как хотелось бы, тем не менее. Подвижной состав на этой линии – это новый трамвайный вагон «Львенок» модели 71911. В депо есть 10 вагонов, из которых на сегодняшний день 8 эксплуатируются.
Вот такие вот чудесные трамваи, которые являются младшими братьями вагонов Витязь-М. Только Витязь-М — это трехсекционный трамвай, а этот односекционный. Трамвай «Львенок» строится на мощностях Тверского вагоностроительного завода компании ПК «Транспортные системы». То же самое, которое делает троллейбус «Адмирал», «Витязи» и прочий крутой современный городской транспорт. Новую линию обслуживает ООО «Верхнепышминский трамвай». Они строят свое собственное трамвайное депо, но пока оно не закончено, вагоны обслуживаются в южном трамвайном депо Екатеринбурга. Да, пока что трамваи здесь ездят не слишком быстро, но я уверен, со временем это все наладится, и трамваи здесь будут не только междугородними, но еще и действительно скоростными. Чему нас учит трамвайная линия Екатеринбург-Верхняя Пышма? А учит она нас тому, что вовсе не деньги являются главным в городе. Вспомните, сколько денег есть в Москве, а потом вспомните, сколько лет уже пытаются восстановить трамвайное движение на Трифоновской улице к Рижскому вокзалу. Подсказка с 2012 года. Вспомните, сколько нам обещают трамвайную линию на улице Сергия Радонежского, сколько нам обещают трамвайную линию в Бирюлево, сколько нам обещают трамвайную линию на проспекте Сахарова. А теперь посмотрите на Екатеринбург, у которого явно не такие огромные бюджеты, как у Москвы, и который, тем не менее, запускает чудесную междугороднюю трамвайную линию с современными классными вагончиками. Таким образом, я считаю, что не деньги решают все, а кадры, в связи с чем мэру Москвы Сергею Собянину стоит задуматься о том, какие кадры есть у него в команде. Иначе об этом придется задуматься уже нам с вами на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года. Минутка архитектуры, в которой я, человек, не имеющий никакого отношения к архитектуре и архитектурному образованию, буду оценивать Екатеринбург с архитектурной точки зрения. Это просто мое впечатление, и оно может не соответствовать действительности или вашей точке зрения. Конечно, в Екатеринбурге много красивых старых зданий, которые представляют историческую ценность и все такое, но, к сожалению, архитектурная ткань города почти что полностью уничтожена, потому что повсюду натыканы всякие ужасные коробки, цилиндры и прочее стеклянное барахло, на которое лучше бы я вообще никогда в жизни не смотрел. Когда наши города застраиваются однотипными страшными ящиками, города теряют свою самобытность и становятся похожими друг на друга. Зачастую вы можете даже не отличить Екатеринбург от Рязани. Ну что ж, наша поездка в Екатеринбург подошла к концу. И как автобус-мастер я заявляю, что она абсолютно удалась. Мы сняли все, что хотели, так сказать, объяли необъятное. Действительно, сложно спорить. Мы сфотографировали туристический поезд и с электровозом, и с паровозом. Посетили мини-музей локомотивов. Успели прокатиться на автобусах «Мерседес», простим им, что они были довольно грязными, а также покатались на новой трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Но если этого вам недостаточно, посмотрите предыдущее видео из Екатеринбурга, которое мы сняли для вас в 2020 году. Вы увидите автобусы и карус-гармошки, полный обзор трамвайной сети, троллейбусы и метрополитен. Мы находимся на перекрестке проспекта Ленина и улица Карла... Мать его, я не помню. Улица... Чтоб тебя... Но даже это еще не все, потому что вы можете совершенно бесплатно получить от меня чудесную призовую кружку. Но для этого вам нужно найти вот эту призовую карточку. Условия для получения кружки будут в описании к этому видео. Карточку я кидаю вот под этот самолет. Екатеринбург занимает в моем личном рейтинге городов почетное 3-е место после Петербурга и Минска. Это живой, интересный, крутой город с потрясающей транспортной системой. Подвижной состав здесь, конечно, устарел, но он хотя бы содержится в отличном состоянии, в отличие от многих других городов. С вами был Игорь Абросимов и замерзший автобус-мастер на канале Блог ЖД Фотографа. Блог ЖД Фотографа. Рассказываем о поездах и городском транспорте с 2020 года. Подписывайтесь на канал, смотрите другой контент. А у меня на сегодня все. До новых встреч!